Подписчики просили топовые бренды. Бренды, которые специализируются на звуке. Как и обещал, взял такие. И сразу. Они огромные. В них есть aptX, и когда ты ими пользуешься, постоянное ощущение, что у тебя в ушах профессиональный гаджет, который при этом крайне чутко реагирует на любую настройку. Bluetooth 5 версии, aptX и несколько цветов. Настоящий японский бренд. Да в них только обновление прошивки почти полчаса занимает. А автономность с кейсом 45 часов. Это вообще реально? Cube 610, всем привет, вы на канале Польза.нет. Здесь ценят ваше время, у меня обзоры без лишних слов. Подписывайтесь с лайком, читайте описание, чтобы участвовать в розыгрышах. 5 Mi Band 5 серии каждый месяц 30 числа разыгрываются рандомно среди подписчиков. А сегодня я расскажу вам максимально кратко о беспроводных наушниках от фирмы Audio-Technica. Модель ATH CK-S5TW. Для начала, модели уже около 9 месяцев, то есть она не супер свежая. И сходу, без примерки и прослушивания, подобные девайсы однозначно не стоит покупать, я об этом раз 5 вам за ролик напомню. Габариты. Подобные устройства крайне индивидуальны, а на качество звука здесь очень сильно влияет устройство, с которых вы планируете слушать данный гаджет, и ваши способности по настройке данного устройства. От того, что даже обновление прошивки этих наушников для многих целая эпопея. Хотя по мне 3 действия это несложно, но опять же это не для всех и не все любят читать инструкции. Пару слов о бренде. Он основан в 1962 году в Токио, Япония. И этот бренд всегда производил звуковое оборудование. По факту это все, что нужно знать. Так долго узконаправленные бренды живут только если они хорошо делают свое дело. Упаковка довольно простая, конечно же без запахов. На ней основные характеристики: внутри кейс, запасные амбушюры, кабель для зарядки Type-C, наушники, бокс и тонны документации. Все, что нам необходимо в первую очередь, это инструкция. Скачиваем по ней программу, читаем последовательность действий и обновляем наушники. После обновления обязательно выбираем кодек, по которому хотим с ушками работать. Конечно, желателен aptX, но понятно, что с некоторыми телефонами по нему наушники работать не будут. На iOS-системах тоже есть своя программа. Напоминаю, что там кодек только AAC, но наушники с iOS-системами работают по мне тоже хорошо. Кодек настроили, про программу не забыли. Смотрим дальше. В ней нет эквалайзера. В этот раз лучший по работе с этими наушниками девайс был у меня Huawei P40 Pro. Там оказались самые рабочие и удобные пресеты, чтобы не ползать в эквалайзере. Логично, что в принципе этим наушникам подойдет любой плеер с эквалайзером, ведь они ближе к музыкальному инструменту, который необходимо очень чутко подстраивать под себя. Иначе вы получите мутный, почти без верхних частот звук. В стоке у звука не хватает по мне только прозрачности, но о звуке конкретно и расширено чуть позже. Бокс большой, один из самых больших, что я видел. Размеры не предполагают, что вы будете носить его в кармане. Вес и размеры его вы видите сами на экране. Пластик очень качественный, при том, что довольно сложно вытряхнуть наушники из бокса при тряске, но возможно. Крышка массивная, бокс большой, крышка очень сильно люфтит. Зарядка только по кабелю Type-C, емкость 600 мАч, заряд бокса можно определить по 3 диодам индикации заряда и все. В программе емкость бокса не видна, только оставшийся заряд наушников. На 2 перезарядки наушников бокса хватает. Наушники, вес почти 8 граммов каждый, очень массивные, однозначно не подойдут для детских ушей. По девушкам по размеру могут подойти, но скорее не внешне. С пенными амбушюрами в бокс наушники помещаются. У ушей длинный и довольно толстый звуковод, размеры видите сами. Здесь, конечно, мне нечего сказать, они просто огромные. При проигрывании музыки маленькие диоды индикации мигают, но это совсем незаметно. Управление есть все, кнопки механические, приятные. Даже громкость с наушников поменять тоже можно. Подключаются они довольно быстро, через одну стену работают, напрямую работают где-то на расстоянии 14 метров от источника. Заряд наушников можно определить только в программе, в шторке телефона я его почему-то нигде не наблюдал. У наушников есть 4 цветовых исполнения, крайне скромная защита от влаги IPX2, я давно такого не видел, ну очень скромно для такой ценовой категории. Однозначно в них нужно бояться дождя, пассивная шумоизоляция, которая здесь круче активной, вообще вокруг ничего не слышно. Автономность по моим тестам на 60% громкости от 18 часов с одного заряда только наушников. Производитель обещал же 15. От телефона они не отваливаются, фризов я не замечал, запас громкости не сумасшедший, но есть. Задержка при проигрывании незаметна. Как с YouTube, так и при игре в адаптированные игрушки, например PUBG. Правый наушник главный, левый без него в паре играть не будет. И да, это уже прям лютый перебор. Кстати, вот пример задержки.
Мне микрофоны не понравились у наушников, вот пример их работы, хотя многим по отзывам микрофоны заходят. Пример работы микрофонов беспроводных наушников японского бренда Audio-Technica, модель ATH CKS5TW. Что я могу сказать? В помещении с ужасной акустикой вы сейчас слышите, как именно эти микрофоны работают. Но напоминаю, что даже микрофоны за $20 работают в данных помещениях отлично, потому что помещение — это вам не улица, шумов здесь практически нет, не считая компьютера и открытого окна. Пример работы микрофонов беспроводных наушников Audio-Technica, затычек. И насколько хорошо они могут работать рядом с дорогой, вы сейчас можете услышать. Лично мне не особо зашли, но опять же здесь очень много зависит от того, с каким телефоном они работают у вас и какие вы требования предъявляете к качеству работы микрофонов у ТВС. Для меня они не очень. Сенсоров приближения нет функции прозрачности, отсутствует активный шумодав. Лично я иногда слышу белый фоновый шум, если нет воспроизведения в ушах. По цене даже озвучивать не стану. Не космос, но дорого. На максимальной громкости каши нет. Кого заинтересуют наушники, по ссылке в описании к видео у официалов можете посмотреть, где они продаются, где их можно послушать и сколько они стоят. Звучание, конечно же, самое субъективное, что может быть в наушниках. В них хороший бас и сбалансированные средние частоты. Отличная ширина сцены, да, я понимаю, что это затычки, но это так. И хорошая динамика. Басы, конечно, в стоке с сильным перебором. Эти ушки обязательно настраивать эквалайзером под себя. И еще 10-тысячный раз повторяю, их нужно мерить. Резюмирую, наушники нужно слушать. Проводные наушники всегда будут лучше. Но таких долгоиграющих и отзывчивых к настройке затычек я пока еще не встречал. Фейлов у них, конечно, море. Послушать их можно минимум в 6 магазинах, только в Петербурге. Вид в них, конечно, у вас будет как у чебурашки, но для любителей баса это, конечно, вещь. Море недостатков наушников с основными 3 достоинствами, из-за чего на них стоит обратить внимание. Первое — это топовые материалы, второе — великолепный звук, и третье — отличная автономность, как у накладных. Я такой автономности пока в ТВС-ках не встречал вообще. Ставим лайк за труды, пишем, рассказывать вам про такие наушники или нет. Брендовые уши всегда довольно странные. Подписываемся и читаем описание, там много конкурсов. Напоминаю, у меня есть телеграм-канал для общения и канал для скидок. Посмотрите в прикрепленном комментарии. Уверен, они будут вам полезны. Девайс сюда или нет, Польза.нет даст ответ. Добра и удачи вам, дорогие друзья.